Сдача позиций, армия отступает, объявлена масштабная эвакуация. Президент требует наказать виновных. Резкое решение, экстренная отставка министров, решение суда озвучено. Все детали расскажем. Заговор против премьера, операцию по смене власти готовят ближайшие соратники. Кремль в отчаянии, Москва срочно распродает нефть, экономика России трещит по швам. У Лукашенко в Беларуси появились конкуренты, они действуют под носом его силовиков. Об этих и других главных событиях утра четверга, 13 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дело Мидаса в Украине набирает обороты. Слово взял Владимир Зеленский. Президент потребовал отставки министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Оба фігурують в громком розслідуванні НАБУ по енергоатому. Я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Ранее решением правительства Галущенко был временно отстранен от должности. Гринчук давно связана с министром служебными и, как пишут украинские СМИ, даже близкими приватными отношениями. После призыва президента Гринчук сама подала заявление об отставке, о чем написала в сети Facebook. Об отставке министра Галущенко сообщила премьер Юлия Свириденко. Владимир Зеленский объявил также о предстоящих санкциях Совета нацбезопасности против двух других фигурантов коррупционного дела в энергетике. Имен президент не назвал, но в прессе считают, что речь идет о бизнесмене Тимуре Миндиче и Александре Цукермане, ключевых участниках схем, вскрытых НАБУ в енергоатомі. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики, руські удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Ряду других подозреваемых пришлось расстаться не только с должностями, но и со свободой. Бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в 126 миллионов гривен. Исполнительного директора энергоатома по безопасности Дмитрия Басова суд тоже оставил под стражей с возможностью выйти под залог в 40 миллионов гривен. Очередные тревожные новости из Запорожской области. ВСУ отошли из Равнополья, чтобы сохранить личный состав и выровнять линию обороны. После маневра российское наступление было остановлено, сообщили в силах обороны Юга. По данным военных, бои на запорожском направлении остаются крайне напряженными. Враг усилил штурмы в районах Александровки и Гуляй-Поля, не прекращая массированные обстрелы. Бои продолжаются у Привольного, Зеленого Гая, Павловки, Воронова, Степного и Новопавловска. Накануне спикер сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что украинские подразделения также отступили от Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Родненькие, поехали, да. А чего вы плачете? Полиция и гуманитарные организации эвакуировали десятки жителей из прифронтового города Гуляй-Поля и близлежащих сел в Запорожской области. Вірю в перемогу, дасть Бог миру. Дасть Бог миру. Виживемо, вистоїмо. Гуляй-Поле наша сильна. Налетай подешевела. Россия распродает нефть по бросовым ценам. После введения США санкций против Роснефти и Лукойла российское сырье идет с рекордными скидками. Таких не было со времен первых месяцев вторжения в Украину. Дисконт на марку «Юралс» в портах Приморска и Новороссийска достиг почти $20 за баррель. Иными словами, нефть подешевела почти на треть. Эксперты напоминают, подобные уровни наблюдались лишь дважды. Весной 2022 года, когда рынок трясло от шока после начала полномасштабной войны, и зимой 2023, когда вступила в силу европейская эмбарго на морские поставки российского сырья. Тогда, впрочем, нефть стоила куда больше, более $100 за баррель. Сейчас же Брент рухнула до нецелых $66. В
США с новой силой разгорелся свой скандал. Демократическая партия опубликовала переписку покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В этих бумагах Эпштейн утверждал, что Дональд Трамп знал о его жертвах сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, обнародованные Комитетом Палаты представителей по надзору. В письме 2011 года Эпштейн писал своей тогдашней соратнице Гислейн Максвелл, что Трамп провел часы в его доме с жертвой торговли людьми. В другом письме к писателю Майклу Вольфу Эпштейн утверждал, что Трамп знал о девушках, потому что просил Гислейн остановиться. Максвелл, напомним, сейчас отбывает 20-летний срок за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Эпштейн был арестован в 2019 году и вскоре найден мертвым в своей камере. Официально его смерть была признана самоубийством. Как отмечает The Guardian, публикация этих писем может усилить давление на Белый дом с требованием рассекретить так называемые файлы Эпштейна. Материалы, где упоминаются десятки влиятельных лиц, потенциально связанных с делом. Сам Трамп неоднократно отрицал свою причастность к этому делу и заявлял, что давно прекратил общаться с Эпштейном, с которым познакомился еще в 90-х. Более трети крупных и средних компаний в России собираются в новом году сократить зарплаты и перейти на частичную занятость. Об этом свидетельствует опрос сервиса «Актион Финансы», опубликованный Forbes. 38% предприятий планируют урезать фонд оплаты труда. При этом 32% собираются сделать это за счет сокращения персонала. Почти половина собирается резать маркетинговые бюджеты, отказываться от выставок, сувениров и рекламы. Также компании урежут расходы на обучение, командировки и транспорт. Главная причина – отсутствие веры в улучшение экономики. И тут хочется задать сакраментальный вопрос: а что же случилось? Парламент Казахстана берет пример с Госдумы России. Депутаты Мажилиса Нижней Палаты одобрили законопроект, который вводит административную ответственность за распространение контента с признаками пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. Причем ЛГБТ в документе поставили в один ряд с педофилией. Теперь документ направлен в Сенат и почти наверняка будет принят и подписан президентом, известным поддержкой традиционных ценностей. Согласно поправкам, штраф за публикацию так называемой ЛГБТ-пропаганды в СМИ и соцсетях составит около $150, при повторном нарушении до 300 или арест на 10 суток. Кстати, а что запретили бы вы или разрешили? Делитесь предложениями. Против главы правительства зреет заговор. Речь идет о Великобритании. BBC сообщает о подготовке мятежа против Кира Стармера. Отстранить премьера от власти хотят не террористы или оппозиция, а соратники по партии. По данным издания, внутри лейбористской партии растет напряжение. Часть министров всерьез обсуждает замену действующего премьера. Главным заговорщиком считают министра здравоохранения Уэса Стритинга. Кроме него шепчутся о министре внутренних дел Шабане Махмуд. Попытка переворота, по информации источников, может случиться уже через 2 недели, когда министр финансов Рэйчел Ривз представит бюджетное послание с планом повышения налогов. Этот шаг способен вызвать взрыв недовольства в партии и дать старт операции по смене лидера. Не только Дональд Трамп и Пит Хексет ведут войну против наркокартелей. Свое слово и еще какое вставила Панама. Тут судно с наркотиками, по примеру США, топить не стали. И не зря. В результате перехвачена рекордная партия кокаина – 13,5 тонн. Груз направлялся в Мексику и Центральную Америку, а потом должен был попасть в США. Операция прошла в Тихом океане в рамках кампании по борьбе с морской наркоконтрабандой. По данным панамских силовиков, на борту находились 10 человек, граждане Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Перу и Колумбии. При задержании они пытались уйти от погони, но были обезврежены и арестованы. Это историческое изъятие. Оно, безусловно, наносит серьезный удар по организованной преступности. Для понимания масштаба, 13,5 тонн кокаина – это вес 9 легковых машин или 3 взрослых африканских слонов. У Александра Лукашенко появились конкуренты, причем речь идет не о беглых, как диктатор любит называть своих эмигрировавших оппонентов, речь как раз наоборот идет о понаехавших, которые взялись за любимое дело крепкого хозяйственника – взятие в заложники. Начали не с таким размахом, как Лукашенко, который торгуется с Западом о свободе тысяч заключенных, но эти гости сразу попали в международный скандал. Пакистанцы взяли в заложники индийца, которого держат где-то в лицах Беларуси, требуя у семьи выкуп. Родственники
Родственники несчастного сразу пошли в прессу. 23-летний Рохит из индийского штата Харьяна пытался нелегально добраться в Италию к своему брату, но по пути его схватили и удерживают неизвестные пакистанцы. На видео, которое похитители отправили родственникам, Рохит избит и напуган. За его спиной стоят мужчины в масках. Семья в отчаянии. Они уже перевели преступникам $1300, но те требуют еще 300. И это не считая 12 тысяч, которые семья заплатила агенту за нелегальную доставку в Италию. И все это под носом у ухваленных силовиков Лукашенко. А может, они просто в доле? Ведь именно диктатор превратил страну в перевалочный пункт для нелегальной миграции. Кстати, полгода назад крепкий хозяйственник заявлял о планах привезти в Беларусь 100-150 тысяч мигрантов из Пакистана. Многие восхищаются быстротой, с которой китайские строители возводят различные конструкции. Но вот картинка другого рода. В китайской провинции Сычуань обрушился автомобильный мост, который открыли всего несколько месяцев назад. Инцидент произошел в районе города Меркан. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Речь идет о мосте Хунци высотой 758 метров, по которому проходила трасса национального шоссе, соединяющая центральный Китай с Тибетом. Полиция перекрыла движение, когда на прилегающих склонах появились трещины и признаки оползня. Все автомобили успели эвакуировать, а территорию оцепили. Однако позже начался оползень, и под его массой мост рухнул. На опубликованных кадрах видно, как дорожное полотно буквально проваливается в ущелье. Сейчас движение на шоссе полностью парализовано. Все машины направляют по объездным маршрутам. Сроки восстановления неизвестны. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.